Проснувшись, он почувствовал что-то странное еще до того, как открыл глаза. Ощущение было неуловимое, но тревожное. Сонная тишина окружала его, но внутри все кипело. Стены вокруг него казались теми же, но было что-то не так. Как только он встал с постели, его интуиция подтвердилась. Повседневные привычки, такие как проверка телефона на новые деловые сообщения или курс акций, стали бессмысленными. Телефон не загружал никаких данных, а интернет-соединение как будто исчезло. Решив выйти на улицу, он столкнулся с еще большим шоком. В новостях не было ни слова о рынках и биржах. Рекламные щиты были пусты, а люди не спешили на работу в привычной суете. Повсюду на улицах витала атмосфера безмятежности, смешанная с недоумением. В его голове проносились мысли: это сон или нечто большее? Пытаясь понять, что произошло, он подошел к ближайшему магазинчику, где раньше люди выстраивались в очередь за дорогими товарами. Но магазин был закрыт, и табличка на двери гласила: «Нет нужды в деньгах». В поисках ответов он отправился в парк, где собирались другие люди. Они обсуждали свои ощущения и новости, которые никто не мог объяснить. Никто из них не работал, но и не беспокоился о потере доходов или накоплений. Денежные транзакции прекратились, и люди оказались в новой реальности, где, похоже, их прежние заботы стали несущественными. Ему было сложно свыкнуться с этим новым миром. Как человек, привыкший к контролю над своей жизнью и состоянием, он вдруг оказался в ситуации, где ни один из его богатых ресурсов не имел значения. Все, к чему он стремился и за что боролся, вдруг потеряло смысл. Но даже в этом хаосе он почувствовал проблеск надежды. Может быть, это возможность открыть для себя новый путь. Шокирующая реальность, где богатство больше не имеет веса. Его шаги по безмолвным улицам отражались эхом в пустом воздухе. Образ жизни, которым он так привык наслаждаться, казался теперь далеким воспоминанием. Раньше каждое утро начиналось с анализа растущих графиков и звонков с банками, а теперь он шагает в мире, где вся эта суета растворилась как дым. Проходя мимо банковского офиса, он заметил, что двери плотно закрыты, а вывеска с надписью «Нет нужды в деньгах» стала новой нормой. Его роскошные машины, которые некогда были символом статуса, стояли рядом с простыми велосипедами, и никто не обращал на них внимания. На улице стояла странная тишина, прерываемая лишь голосами людей, обсуждающих новые реалии. Пытаясь найти ответ, он обратился к проходящему мимо человеку, но тот лишь пожал плечами и сказал, что никто не знает, что произошло. Это был мир, где нет обмена акциями, не ведется учет, и даже самый дорогой особняк остался просто пустыми стенами. Это было как сдвиг в реальности, где прежние правила больше не действовали. В попытках разобраться, он решил зайти в кафе, которое когда-то было его любимым местом. Там он увидел, как люди просто общались без спешки и тревог. Никаких переводов на счета, никаких сложных заказов, только простота и непосредственность. Он заметил, что все разговоры были о пороге перемен, который пронесся по городам как буря, оставив только настоящие человеческие отношения. Это было удивительно. Мир, где материальное больше не управляло жизнью. Ему стало ясно, что деньги, которые раньше казались всемогущими, теперь были такими же бесполезными, как и вчерашние новости. Но даже в этом новом и полном неопределенности мире ощущение внутреннего покоя начало зарождаться в его сердце. Что-то подсказывало, что впереди его ждут открытия, которые изменят его навсегда. Первые шаги в мире без денег. Выживание начинается. Преодолев очередные шаги, он осознал, что просто стоять на месте бесполезно. Пора действовать. Сначала ему нужно было научиться удовлетворять основные потребности – еду, воду и крышу над головой, так как удобства, которые он всегда принимал как должное, внезапно исчезли. Он двинулся в сторону ближайшего фермерского рынка, где люди обменивались продуктами, которые теперь стали основной валютой. Торговцы улыбались, предлагая овощи, фрукты и даже домашние изделия в обмен на помощь, советы или просто доброе слово. Этой простоте он никогда не учился, но теперь наблюдал, как обмен добротой и трудом засел в основе новых правил. Он вспомнил, как в детстве сажал растения, и эта память придала ему искру уверенности, что выжить в этом мире возможно. Вскоре он присоединился к группе людей, которая работала на ферме неподалеку. Они тепло его приняли, и каждый знал роль, которую нужно было играть – сажать, поливать, заботиться о растениях. Работа на земле вернула ему чувство причастности и удовлетворения, которое он давно не испытывал. В отсутствие материальных благ он находил радость в простых вещах, в том числе в коллективной работе и искренней помощи. По мере того, как проходили дни, привычка полагаться исключительно на деньги и статус отступала, уступая место более глубокому пониманию ценности человеческих связей и окружающего мира. Это был только первый шаг к полному переосмыслению того, что когда-то казалось важным. Новый взгляд на роскошь. Что по-настоящему важно?
На ферме, где он теперь проводил значительную часть времени, ему удалось найти новый смысл в повседневных задачах. Недавно роскошь для него заключалась в натуральной коже и драгоценностях, но теперь истинное богатство заключалось в свежем воздухе и запахе земли. Каждое утро начиналось с пробуждения вместе с солнцем, и, вооружившись мотыгой, он отправлялся на поля. Его руки, прежде привыкшие к пиджакам дизайнерских брендов, теперь чувствовали тепло почвы. Работая бок о бок с новыми знакомыми, он учился находить удовольствие в простых вещах, как, например, наблюдать за тем, как растут свежепосаженные растения. Вечера превратились в импровизированные собрания, где люди делились историями, опытом и даже смеялись. Эти моменты стали заменой прежним деловым ужинам в ресторанах с высоким рейтингом. Вместо того, чтобы гнаться за очередным финансовым успехом, он сосредоточился на создании крепких человеческих связей. В этом простом, но наполненном смысле существования он начал переоценивать свои приоритеты. Он понял, что настоящая роскошь – это время, которое можно потратить на что-то важное. Научившись готовить простые блюда из продуктов, которые они вместе вырастили, он понял, что потерянные миллионы не значат так много, как он думал. Теперь каждый ужин представлялся ему как обряд, где каждый кусочек пищи напоминал о совместных усилиях и труде. Вместо того, чтобы завидовать чужим успехам, он научился ценить собственные достижения, пусть даже небольшие, но значимые. В этом новом мире он больше не был человеком, определяемым статусом или богатством. Он был частью сообщества, где каждый нашел себе место и почувствовал, что может внести вклад. Эти преобразующие переживания изменили его взгляды навсегда, подготовив его к новым испытаниям, которые уже начинали проявляться на горизонте. Личное столкновение с равенством. Богатый и бедный на одной линии. На ферме, где он находил все больше и больше смысла в каждом дне, наступила ночь, обещающая нечто необычное. Зажглись костры, вокруг которых собрались люди самых разных возрастов и профессий. Они даже не знали друг друга раньше, но теперь взаимодействовали как давние друзья. В этом кругу наш герой встретил бедняка, который в прежней жизни едва мог позволить себе хлеб. Этот человек рассказал, как раньше жил от зарплаты до зарплаты, и как в новом мире наконец-то почувствовал себя равным. Пока костры горели, они обменивались историями о прошлом, бросая мостик через социальные пропасти, которые казались непреодолимыми. Наш герой впервые понял, что часто не замечал таких людей, погруженных в свои дела и амбиции. Здесь же, в свете пламени, они обменивались не только рассказами, но и опытом, который раньше мог бы показаться незначительным. Впервые он увидел, как человек, живший в постоянной нужде, делился своей мудростью и оптимизмом, которых ему так недоставало. Эти ночные беседы стали откровением. В мире, где никто не был выше другого, все находились на одном уровне. Общение с теми, кто раньше казался невидимым, стало важным этапом адаптации, помогая понять настоящую ценность человеческого общения. Вместо того, чтобы считать себя особенным из-за финансовых достижений, он стал ценить доброту и человечность вокруг себя. Каждый вечер был как новая глава в книге под названием «Жизнь без привилегий». Переплетение судеб людей разного социального статуса давало ему понимание, что настоящая сила и богатство заключаются в единстве и поддержке. Переосмысление этих простых истин помогло ему подготовиться к будущим изменениям, которые уже отчетливо вырисовывались на горизонте. Перестройка мышления. Где найти радость без богатства? Углубляясь в новые условия, он осознал, что ключ к радости в этом мире без денег лежит в способности переоценить свои приоритеты. Сначала ему было трудно оторваться от прежних амбиций, но жизнь на ферме изменила его. Здесь каждый день был насыщен событиями, связанными с природой и трудом. Он открывал для себя радость в простых вещах, свежем аромате почвы после дождя или в осознании того, что каждое его усилие напрямую влияет на результат. Почти каждый день он встречал людей с похожими историями, которые ранее казались ему далекими. Вместо того, чтобы зацикливаться на потерянных деньгах, он нашел утешение в общении с новым сообществом. Вместо конкуренции и стремления к личной выгоде здесь царил дух сотрудничества. Каждый помогал друг другу, делясь тем, что имел. Этот опыт дал ему шанс взглянуть на мир без привычного фильтра материального потребительства. Он стал участником мероприятий, которые раньше казались ему недостаточно престижными. Работа на земле, организация праздников, совместные обеды. Эти новые занятия сделали его жизнь насыщенной и осмысленной.
Секрет радости оказался не в количестве имущества, а в отношениях и в возможности быть полезным. По мере того, как он погружался в это новое существование, его возможность находить удовольствие в простых и искренних моментах укреплялась. Наблюдая за другими, он видел, как их лица светились от простого счастья. Он стал осознавать, что истинное богатство – это время и человеческие связи. Несмотря на внешние ограничения, которые он сначала воспринимал как нечто пугающее, он увидел в этом возможности для личного роста. Подобная перестройка мышления открыла перед ним настоящий путь к внутреннему удовлетворению и свободе, о которых он и не подозревал раньше. Великая адаптация. Учимся жить по-новому. Погружаясь во все более привычную рутину на ферме, он понял, что адаптация – это не только выживание, но и изменение самого себя. Вначале его шаги были неуверенными, но постепенно он овладевал навыками, которые, как оказалось, были ему неизвестны. Ему научился ощупывать почву и распознавать ее готовность к посеву, пробуя силы в ручном труде, который раньше казался ему недоступным. Работая в поле, он чувствовал, что с каждым днем становится сильнее физически и морально. Тело, привыкшее к роскоши и комфорту, преобразилось, а сознание обрело ясность. Работы было много, и ее рутинность оказалась необычайно успокаивающей. Вместе с новыми друзьями он вместе сажал семена, наблюдал за их ростом, затем собирал урожай. Каждый этап приносил удовлетворение и напоминал о цикле жизни, который он раньше игнорировал. Этот процесс стал для него своеобразной медитацией, помогая сосредоточиться на настоящем моменте и забыть о былых тревогах. Взаимопомощь стала неотъемлемым элементом их новой жизни. Если кто-то затруднялся с работой или заболевал, другие помогали, не спрашивая взамен ничего. В этом мире он нашел друзей, которые ценили его за его усилия и доброту, а не за состояние. Вместо того, чтобы полагаться на богатство, он полагался на свои руки и сердце. Общение с людьми из разных слоев общества открыло ему новый взгляд на мир. Он стал понимать, что, несмотря на внешние различия, каждый из них сталкивался с трудностями и мечтал о счастье. Эти открытия стали неотъемлемой частью его новой жизни, где он уже не просто выживал, а по-настоящему жил. Теперь он готов был встретиться с новыми вызовами с открытым сердцем и умом, понимая, что богатство измеряется не в деньгах, а в искренности и взаимопонимании. Возвращение в прежний мир. Как изменился наш герой? Утро в прежнем мире было совсем иным. Он проснулся в своей роскошной кровати, окруженной привычными вещами, но теперь все казалось чуждым. Внезапное возвращение к старой жизни принесло меньше радости, чем он ожидал. Обилие предметов, которые раньше казались необходимыми, теперь выглядели как лишние украшения. Взглянув на дорогие часы на своей тумбочке, он почувствовал, что они больше не могут измерить истинное богатство его жизни. Первый день в прежнем мире был полон встреч и звонков, но теперь ему казалось, что это было лишь пустой суетой. Люди, с которыми он общался, не могли понять, почему он изменился. Ведь внешне он все тот же, но внутри он ощущал изменения. Прежние интересы, деловые переговоры, инвестиционные обсуждения казались механическими и бездушными, как будто он наблюдал за игрой, в которой утратил интерес. В общении с коллегами и знакомыми он пытался объяснить все то, что пережил. Но они смотрели на него с недоумением. Их ценности и стремления, которые раньше он разделял, теперь казались узкими и ограниченными. Он пытался поделиться опытом жизни без денег, где взаимопомощь и искренность имели первостепенное значение, но его слова будто оставались без ответа. Он понял, что возвращение в прежний мир стало испытанием не меньшим, чем само путешествие в мир без денег. Пытаясь адаптироваться к новой реальности, он осознал, что истинные изменения происходят внутри. Деньги и статус больше не были его приоритетом. Он начал поддерживать связи с теми, с кем делил дни на ферме, и эти отношения стали для него самыми ценными. Теперь он стремился найти смысл и радость в простых вещах, которые ранее были скрыты за стенами богатства и роскоши. Этот опыт сделал его сильнее и мудрее, и хотя его тело вернулось в прежний мир, его душа осталась там, где никто не знал о деньгах.